Это ссылка на игру, с помощью которой мы будем делать эти транзакции. И первое, что мы должны сделать, это купить Jewels за наши USDC. Можем 5 выбрать монет, то есть достаточно много транзакций мы сможем выполнить. И именно по этому уведомлению мы будем проверять по хэшу транзакции, а действительно ли он проходит у нас в Layer Zero. И мы, соответственно, можем совершить еще порядка 40-50 транзакций в этой игрушке. Друзья, всем большой привет! На связи, как всегда, я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. И сегодня в этом видео я расскажу вам улучшенную версию прогона транзакций, прогрева своего кошелька для дропа в Layer Zero. А именно, досмотрев этот ролик до конца, вы узнаете, как прогнать всего лишь за $1 больше 40 транзакций. В конце видеоролика я также отвечу на вопросы, которые могут возникнуть у вас по ходу просмотра данного видеоролика. Поэтому присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно, а главное полезно. И не забывайте, что теперь в каждом своем видеоролике я разыгрываю денежки. Условия максимально простые, вы, как всегда, знаете, нужно оставить тематический комментарий под роликом и, досмотрев этот ролик до конца, найти кодовое слово, которое я спрятал, и указать его в описании своего канала. Ну что ж, друзья, не будем затягивать, и мы начинаем. Погнали! Первый ролик, который я показывал по поводу дешевых транзакций, это 3 транзакции за 30 центов. Этот ролик вам очень понравился. Это были базовые активности, которые охватывают пыльные, самые простые аккаунты, которые мы делаем. Кто не знает и вообще впервые столкнулся с Layer Zero, я рекомендую посмотреть вот эту вот большую инструкцию практически на 40 минут. Ссылочку прикреплю, оставлю здесь. Вы можете посмотреть и узнать, что такое пыльные аккаунты, средние и главные. В принципе, очень много интересного, полезного контента у меня здесь есть, поэтому если вы новичок на моем канале, заранее подписывайтесь. Итак, друзья, переходим. Я также сделал для вас специальную инструкцию с кликабельными ссылками, которые вы можете посмотреть и продублировать мои действия. Эту инструкцию я оставлю в своем телеграм-канале, ссылочка на который будет тоже в описании, поэтому переходите и подписывайтесь. И первое, что нам необходимо, это обзавестись $1 в сети Polygon. Как это можно сделать, я рассказывал, к примеру, и данную инструкцию я буду применять на прогреве своих пыльных аккаунтов, на которых транзакций всего лишь там 10-15. Я буду с помощью данной стратегии часть своих пыльных аккаунтов прогревать по ходу этого лета для повышения в ранг средних аккаунтов и повышения их транзакций до количества 30 плюс и более. Именно по этой причине, да, у меня уже были закиданы и раскиданы некоторые средства в нативные площадки, да, я на пыльных аккаунтах также взаимодействую с 4 и более сетью для получения дропа. Это очень важный критерий, о котором я рассказывал непосредственно вот здесь, в этом видеоролике. Его также прикреплю, поэтому очень важно, помимо этого, знать также, за что будут брить. И про этот момент, про сети и про транзакции я также рассказывал и в этом видеоролике, на него ссылочку тоже прикреплю вот здесь. Итак, друзья, после того, как у меня уже были нативные токены в Polygon, я перегнал на площадку в Уфе их в USDC, и следующее по пунктам мы переходим на Synapse. И отправляем $1 USDC из сети Polygon в сеть DFK Chain. Что для этого нужно сделать? Подключить наш кошелек, он уже заряжен, готов. В списке находим DFK Chain. Можно заметить, что отправляя $1 мы получим 50 центов всего лишь. Ничего в этом страшного нет, это стандартная комиссия площадки. То есть даже отправив $5, вы можете заметить, что 50 центов у вас возьмут комиссию. Итак, мы выбираем $1, нажимаем кнопку Approve USDC и должны подтвердить, в первую очередь, аппрувнуть контракт. Нажимаем кнопку «Одобрить». После того, как у нас контракт был успешно подписан, нажимаем кнопку Bridge Your Funds. После этого также выскакивает у нас уведомление в MetaMask, нажимаем кнопку «Подтвердить». И ждем перевода из сети Polygon USDC в сеть DFK Chain. Транзакция уже отправлена. Пока мы ждем ее, мы можем выполнять следующий пункт. Нам нужно перейти сюда, это ссылка на игру, с помощью которой мы будем делать эти транзакции. Переходим на DeFi Kingdoms. Дальше нам нужно подсоединить наш кошелек и поменять сеть из полигонов DFK Chain. Сеть стандартно принимается и добавляется в наш MetaMask. В случае, если у вас это не получается, я также оставлю в своем телеграм-канале ссылку на такой сервис, как chainlist.org.
Там есть все сети, которые вы можете добавить. Вот так вот вбьем DFK Chain, все есть, то есть, соответственно, нажимаете кнопочку MetaMask и добавляете. Но, как правило, у нас транзакция проходит сразу в игре и добавляется сеть без проблем. После чего нам необходимо перейти в раздел Marketplace. Дальше здесь находим трейдера. И первое, что мы должны сделать, это купить Jewels за наши USDC. Возможно, они еще не дошли. Подождем немножко, как только транзакция дойдет и выполнится, мы перейдем к следующему разделу. Итак, после подтверждения больше 100 блоков наша транзакция наконец-то выполнена, и USDC в сети DFK Chain Mainnet у нас находится. После чего мы нажимаем кнопку Max и меняем на такой актив, как Jewel. В первую очередь мы должны аппрувнуть и подтвердить транзакцию по USDC. Нажимаем кнопку использования по умолчанию. Далее и немножко платим комиссию в Jewel, который нам с любезностью предоставили. Нажимаем кнопку «Одобрить». Итак, мы видим, что транзакция успешно принялась, и теперь ждем после того, как появится активная кнопка Swap. После этого нажимаем кнопку Swap, нажимаем кнопку Confirm и подтверждаем нашу транзакцию в MetaMask. Транзакция также у нас отправлена, ждем поступления на баланс Jewel. Так, буквально через 10 секунд баланс в Jewel у нас пополнился. Теперь переходим во вкладку нашего инвентаря. Теперь мы будем менять Jewel на такой токен, который называется DFK Gold. Пишем просто в названии Gold. Вы его видим. Дальше нам достаточно будет обменять один Jewel. Нажимаем кнопку Swap. И подтверждаем транзакцию в MetaMask. Итак, мы видим, что транзакция достаточно быстро у нас произошел обмен. И на балансе у нас появились DFK Gold. Дальше закрываем вкладку трейдера и переходим в инвентарь. Здесь мы видим наши Jewel и DFK Gold. Нажимаем на голду и нажимаем Bridge Token. В первую очередь выбираем там какое количество, неважно, 1.4, у нас в принципе там 5000, можем 5 выбрать монет, то есть достаточно много транзакций мы сможем выполнить. Нажимаем кнопку Approve Contract, пишем, конечно, небольшое количество монет. Дальше указываем и аппрувим сразу всю голду, нажимаем кнопку «Далее» и подтверждаем. После аппрува у нас сейчас появится кнопка Bridge, теперь кнопка активна и нажимаем Bridge Items. Выскакивает уведомление в MetaMask, нажимаем кнопку «Подтвердить». После того, как мы отправили транзакцию, ждем уведомления, и именно по этому уведомлению мы будем проверять по хэшу транзакции, а действительно ли он проходит у нас в Layer Zero. Итак, видим, что Bridget Gold, смотрим на DFK Chain Explorer, после чего нам нужно взять хэш транзакции, перейти на Layer Zero Scan, вбить в поиске хэш этой транзакции, нажать кнопку Enter, поиск. Видим, что транзакция совершается, ждем здесь кнопку Success, и в принципе можно убедиться, что транзакция проходит на взаимодействие с Layer Zero. Итак, видим, что транзакция успешно выполнена, да, и количество DFK Gold 5, все в принципе как мы и вбивали. Таким образом, друзья, у нас остается еще много голды. Есть Jewel для оплаты комиссий, и мы, соответственно, можем совершить еще порядка 40-50 транзакций в этой игрушке. А теперь перейдем непосредственно к важной части, а именно вопросы, которые у вас могли по ходу возникнуть. Не будет ли это каким-то моментом, который будет воспринят как ботоводские действия, да, и в случае распознавания проектом таких хакерских, так скажем, действий, да, вас побреют и так далее и тому подобное. Я считаю, что нет. Вы не совершаете каких-либо мошеннических действий, вы играете в игрушку. По факту игра написана на блокчейне, и транзакции, которые вы совершаете в игре, отображаются и происходят при взаимодействии с Layer Zero. А именно этот пункт транзакции, он считается тоже достаточно важным, потому что количество ваших транзакций подтверждает то, что вы фактически используете эту технологию. Но все-таки стоит проговорить момент, на каких, в принципе, аккаунтах стоит делать так или иначе эту активность. Хочу еще раз повторить, что если вы новичок,
принципе, в ретро-дропах, если не понимаете то, о чем я сейчас буду говорить, о каких-то параметрах, рекомендую посмотреть, в принципе, весь плейлист, который доступен у меня на канале. Обязательно переходите, подписывайтесь и смотрите, посвящен он ретро-дропам. Я буду делать эти транзакции на тех аккаунтах, которые у меня пыльные, это самые минимальные аккаунты, которые у меня сейчас уже подготовлены. Я буду делать не на всех пыльных, буду делать на части, где-то 25-50%, возможно, до половины тех аккаунтов, которые у меня сейчас есть, я буду взаимодействовать с помощью этой игры. Для чего я это буду делать? Для того, чтобы увеличить количество транзакций и плавно перенести некоторое количество пыльных аккаунтов в ранг средних аккаунтов. В принципе, еще какие вопросы у вас будут, обязательно пишите в комментариях, я на них отвечу. Помимо этого, не забывайте, что разыгрываются денежки. Я надеюсь, каждый из вас заметил код, который я оставил в этом видео. Вам нужно перейти в свой YouTube канал, нажать информацию о канале и вписать кодовое слово сюда. Это можно сделать через кнопку «Творческая студия» и найдя именно этот раздел. Также рекомендую по выходу этого видеоролика успеть поучаствовать в розыгрыше $20. В этом видео я разыграю $10 для одного человека, а видео, которое вышло, в котором я рассказал о том, когда в принципе проекты будут выходить в рынок, в чем взаимосвязь их с рынком, когда выйдет L0, обязательно тоже переходите, смотрите это интересное, полезное видео, находите там кодовое слово и вписывайте сразу несколько кодовых слов в описании своего канала для того, чтобы выиграть 10 либо $20. Также не забываем, что своевременно какие-то активности для поддержания наших аккаунтов я даю в своем личном телеграм-канале. Обязательно переходите, смотрите, здесь различные посты, которые я своевременно выкладываю для того, чтобы вы смогли не пропустить. В принципе, друзья, на этом ролик подошел к концу. Я благодарю вас за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.